Она не может без тебя. Кто же это? Давай посмотрим вместе. Новый расклад Таро для мужчин. Как всегда, с вами Вика. Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Вы человек, который, такой, знаете, слишком любознательный, слишком остроумный, с вами интересно, с вами есть о чем поговорить. Вы такой человек, который, возможно, в своей жизни запоем читали книжки. У кого-то может проиграться, что и сейчас вы, в общем-то, читаете книги, причем это книги не электронные, а вот эти вот бумажные, да, вот я сама иногда люблю подержать в руках, и не только подержать, и так почитать немножко вот эти вот старые книжки, да, запах типографии, это такой кайф. Вы человечек, который, возможно, как-то связан еще, у кого-то проиграется, что вы сами кого-то обучаете, может быть, вы учитель, может быть, вы у кого-то наставник, может быть, сейчас у вас есть кто-то, типа там стажеры, ученики, да, либо же вы у кого-то учитесь. У кого как проиграется, не забываем, что это общий расклад. Вы очень такой, знаете, вы человек, который любит все держать под контролем, и вы настолько четко все по жизни просекаете, вы должны всегда владеть ситуацией, тем более, если она касается именно вас, либо ваших близких. Решение принимаете мгновенно, просто даже молниеносно. Давайте как раз сделаем маленький опрос по этому поводу. Напишите, а вы действительно вот такой прям суперактивный и мгновенно принимаете решения? Особенно если это касается каких-то таких серьезных ситуаций, да, может быть, проблем. Напишите обязательно, вот насколько вы быстро принимаете решения, либо вы обдумываете, да, взвешиваете все за и против. В принципе, и тот вариант нормальный, это уже зависит от человека. Просто интересно, вот каких вариантов больше в моем раскладе. Почему-то мне еще показывает, что у кого-то из вас сейчас вот есть какие-то не очень радостные мысли. Что-то вы такое негативное думаете по поводу чего? Смотрите, у кого-то может проиграться здесь конфликтная ситуация. Неважно вот где, с кем, то есть вы можете переживать из-за того, что, может быть, с кем-то поссорились, либо же вот не ладятся отношения, можете быть в каких-то терках, в натянутых таких отношениях. И неважно, это может на работе проиграться, у кого-то дома, у кого-то с друзьями. Также еще может проиграться, что печальные мысли по поводу личной жизни. А вот кровь кипит, бурлит, да, потому что вы человечек такой еще, парень хоть куда. Хочется романтики. Среди вас, ребят, много романтиков, причем даже вот скрытых романтиков. Другое дело, что эту романтичность свою особо никому показывать, да, я вот почему-то в раскладе вообще не вижу женщин. О чем это говорит? Либо же вы вообще одинокий человек, да, либо же даже вот если у вас есть отношения, но эта женщина настолько незначима для вас, это могут быть настолько проблемные, токсичные отношения, что даже ее не показывают мне в раскладе. Точно так может проиграться, если, смотрите, опять же, да, я просто с разных ракурсов вам объясняю. Точно так может проиграться, если вы, допустим, познакомились с женщиной, но она еще, плотно не вошла в вашу жизнь. Это только-только, может быть, первые шаги. Может быть, вы только положили глаз на какую-то женщину, поэтому, я не вижу, чтобы ваше сердце было занято. У многих, повторюсь, у многих, потому что это общий расклад. Еще что мне о вас поведают, давайте коротко. Вы человек с большим сердцем, вы человек, который умеет любить и умеет прощать. И, к сожалению, опять же, мне показывает, что именно вашей добротой и такой, вот знаете, всепрощаемостью, если есть такое слово, вот как-то все больше по жизни пользуются и манипулируют.
Вот у некоторых даже, может быть, были когда-то мысли, что ну вот за что мне это все, да, вот нельзя быть таким добрым. Либо же вы можете думать, что вот вас неправильно воспитали, вот нельзя быть таким добрым, нельзя, да, вот могли даже маме с папой в свое время говорить, что вот почему ты меня воспитала вот ну таким порядочным. Напишите, у кого были такие подобные моменты. Но я вам скажу, знаете что, ну так, немножко, может быть, это будет такое утешение. Точно так, как вами некоторые люди манипулируют периодически. Вы ведь тоже не лыком шиты. Вы прекрасно можете точно так, если вам что-то очень нужно, вы можете включить все свои таланты, а их у вас, поверьте, очень много. У каждого это свои таланты, и вы точно так можете повернуть ситуацию в свою пользу. У вас были потери в жизни, у вас были встречи расставания, у вас были расставания именно вот когда приходилось уходить от любимого человека. Это, конечно, очень болезненная ситуация. Как правило, ну, такое возникает, когда тебя либо предали, да, та же самая измена, либо же это жесткое очень вранье, либо же это ситуация, когда вы понимаете, что ну, вы вообще не нужны человеку, да. Поэтому были не очень приятные моменты. Но все-таки вы как-то вот так, знаете, балансируете по жизни, вы ну, умеете как-то, вот это может быть тоже ваш такой особый талант, что вы умеете как-то вот все состыковать, вы умеете себя вытаскивать из сложных ситуаций, вы умеете как-то балансировать вот на плаву и не даете себе упасть в сложных вернее, в сложных ситуациях. Вы не падаете ниже плинтуса, как бы вам тяжело не было. Там никто не спивается, не идет в загул, да. Да, вы просто вот какие-то моменты могли закрыться, уединиться. Вот, ну, такой временный отшельник. Ну, в общем-то, вы сами себе очень большая опора. Звучит, конечно, так, знаете, с ноткой грусти, наверное, когда ты сам себе опора, и сам себе надежда, то есть ты надеешься сам на себя в первую очередь. Это не зависит от того, есть у вас друзья, приятели, там родственники или еще кто-то. Вот вы просто всегда по жизни надеетесь сами на себя, что вы все сделаете. Вы в крайнем случае уже будете обращаться куда-либо за помощью. Так, давайте-ка посмотрим, кто же не может без вас. Это женщина, которая когда-то, возможно, была с вами в любовных, романтических отношениях. Это может даже у кого-то проиграться, ребят, сейчас. Вот, это даже может у кого-то из прошлого быть, у кого-то сейчас. Это могут быть романтические отношения, либо же новое знакомство. Но здесь женщина очень так плотно на вас подсела. Ну вот именно больше как-то она влюбилась, может быть, больше она заинтересована в этих отношениях. Здесь может быть жаркий интим. Если, допустим, это совсем новые отношения, еще интима не было, то я просто вам говорю, что интим будет жаркий, все будет супер. И, в общем-то, вы сойдетесь не только на интиме, ну, у вас очень такие трепетные будут отношения. Хотя сначала вот вы могли эту женщину расценивать даже как, ну, временное, да, вот временное просто отношение, ничего серьезного. Но вот как-то это все начнет кипеть, бурлеть, и, в общем-то, начнете все больше сближаться. Кто еще не может без вас? Не может женщина, которая когда-то была в вашей жизни, но эта женщина скорее, от которой вы уже абстрагировались. Ну, это та самая бывшая. Это женщина, которая, ну, возможно, только сейчас поняла вот вашу ценность. Это женщина, которую вы не хотели бы не видеть и не слышать никогда больше, но которую вы когда-то любили. Это такой парадокс. Но, тем не менее, понятно, что это не у всех проиграется, поэтому, ребят, не нужно всем падать в обморок. Кто понимает, о ком идет речь, вы на себя это все примеряете, да, эти все ситуации, которые я описываю. Но эта женщина, вот она после вашего расставания, она только как будто прозрела. Вот вы закрыли от нее сердце на замок,
Вы, ну, иногда, если приходится ее вспоминать, то вспоминайте как кошмарный сон. А вот она поняла, что она таки не может без вас. Только вот спустя какое-то время. Мы не будем слишком углубляться в эту историю, но то есть, чтобы вы понимали, что у кого-то из вас может такое проиграться. Плюс она может даже вам предлагать начать все сначала. Она пытается как-то сближаться, и она хочет вот кардинальных перемен между вами. Это женщина, которая всю жизнь играла какую-то роль. Вот она такая и нашим, и вашим. Вот какая-то она лицемерка. Она какая-то такая пофигистка. Но, тем не менее, спустя какое-то время она поняла, что она без вас не может. Вы ей дороги. Что бы она ни чудила, как бы она ни куролесила. Даже может проиграться, что у кого-то, знаете, будет какая-то эта ситуация, что придет эта женщина и, может быть, даже откроется вам с другой стороны. Вот казалось бы, да, вы не хотите ее не видеть, не слышать, но она может кого-то, может быть, названивать, у кого-то, может быть, ну так, в жизни вы пересечетесь. И она вплоть до того, что откроет какую-то тайну. Хотя вам, в общем-то, будет по барабану эти все тайны, эти все ее примирения. Да, она хочет начать с чистого листа. Но вы-то не хотите. Ну, просто чтобы знали, что у кого-то может проиграться, что она без вас не может. Также в вашей жизни была, либо же у кого-то сейчас есть, возможно, но здесь немножко другая женщина, не та, которая вот мы вот недавно я рассказывала, да, что вот любовные отношения. Эта женщина чем выделяется? Она тоже может у кого-то, возможно, из прошлого, либо сейчас, но она выделяется особой такой любовью к деньгам. Если вы видите рядом с собой женщину сейчас, да, либо у вас были отношения с такой подобной, которая все еще не может вас забыть, но у нее именно такой, знаете, может быть холеный вид. Она может быть, да, ухоженная, она знает себе цену, она такая вот высокомерная, что ли. Но тоже вот сколько бы у нее денежек не было, вот как-то она все больше вас вспоминает. Она вспоминает те времена, которые были у вас с ней. Она вспоминает, как вы очень так классно и активно, весело проводили с ней время. Это женщина, которая одевается очень со вкусом. У нее может быть макияж со вкусом. Такая среднего, может быть, возраста, плюс-минус. Женщина, в общем-то, ну она, да, большая любительница денег, но в то же время, хотя у нее, в общем-то, деньги есть, она не бедствует, но вот какая-то она жадина такая. Вот по ней видно, может быть, даже вы замечали, либо сейчас замечаете, что, ну, у этой женщины, ну, какие-то наклонности такие, да, вот жаднические, что у нее зимой снега не выпросишь, что она, ну, какая-то вся такая, ну, вся из себя, да, то есть деньги имею, но делиться не хочу. Вот лучше ты мне дай, да, вот лучше ты вложись в меня и деньгами, и подарками там, и всем, чем только можно. Кто еще не может без вас? У кого-то из вас может проиграться, знаете, ситуация, но это такая довольно интересная ситуация. Это связано скорее вот с работой. У кого-то, вот, допустим, кто связан с формой, с армией, тоже может вот именно с вашими рабочими моментами проиграться. Здесь смотрите, какая ситуация. Возможно, вы, вот кто-то поменял работу. Вас очень ценили как специалиста, да, но вас, может быть, либо деньги не устраивали, либо график, там, ну, еще какие-то ужимания, вот эти все ущемления, да, какие могут быть на работе. Вы, возможно, перешли на лучшую работу, но вот прошлый ваш начальник, да, вот, ну, реально он до сих пор вас вспоминает. Он может даже ставить в пример. Он, ну, не то чтобы ностальгирует за вами, но ему очень не хватает вас. Здесь могут быть и разговоры на работе с коллегами, обсуждения, что вот, да, вот, Иван Иванович такой был классный специалист. Ну, жалко, что он ушел. Вот в таком плане. Точно так, вот приблизительная ситуация может проиграться у тех, кто связан с формой. Но здесь понятно, здесь уже
ваши чины какие-то, да, возможно, вас перевели там либо в другую часть, либо куда-то еще направили, ну, то есть где вы в другом месте передислоцированы, и тоже вот ваши, ну, прежние, возможно, там коллеги, как они там, побратимы, я не знаю, как они называются, вылетело из головы, либо же ваше прежнее начальство вот тоже вас, ну так, оценили по достоинству и тоже вот даже, возможно, ставят в пример другим людям. Ну и напоследок давайте-ка еще посмотрим. Ух ты, смотрите, у кого-то может проиграться, ну, очень такая теплая ситуация. Скорее это связано, у кого есть либо же такие, ну, небольшие дети, может быть, внуки даже, ну, плюс-минус до подросткового возраста, то есть они еще не взрослые. Здесь очень такая большая, крепкая, теплая связь с вами, либо как с папой, либо как с дедушкой. И здесь, может быть, ваш ребеночек довольно сильно скучает, тоскует. Тем более, если проигрывается ситуация, что мама, допустим, там либо запрещает часто видеться, как-то ограничивает ваше общение. Здесь ребенок реально скучает. Он скучает как по папе, либо как по дедушке, да, вот внучок, там внучка. Здесь вот ваша такая теплая-теплая, вы можете быть даже вот защитником. Вы у этого ребенка идете вот, мама злой полицейский, а папа добрый полицейский. Вы такой защитник, вас ребенок, может быть, даже больше любит. Вы больше вкладываетесь. И даже если вот у кого проиграется, допустим, что вы, ну, может быть, на расстоянии находитесь, да, там разошлись, к примеру, все равно вот эта ваша ниточка такая связи, ну, с ребенком, она у вас, ну, настолько крепкая, ее просто невозможно порвать. Плюс, возможно, даже вы из-за этого очень сильно переживаете, что, ну, вы не можете ничего особо сделать, да, особо так не поменяете ситуацию, потому что, ну, как бы ребенок с мамой, да, вы стараетесь что-то делать, там, пытаетесь шевелить эту маму, но не всегда это бывает успешно. Поэтому, мои дорогие мальчишки, у каждого по-своему проиграется, переворачивайте под себя информацию, которую вы сегодня услышали. Но я бы отметила напоследок то, что, я думаю, вы заметили, вот что бы вам не подходило из этого расклада, каждый возьмет частичку себе, но то, что вы очень важны для людей, то, что вами дорожат, может быть, кто-то скучает по вам, да, это очень, очень четко считывается, это очень заметно, и вот как-то вот даже мне греет душу, вот настолько теплый такой расклад, настолько классная, теплая такая энергетика идет. Поэтому выше нос, особенно те, кто совсем отчаиваются по жизни, особенно те, кто, может быть, опускаете руки и считаете, что вы никому не нужны. Поэтому вот сейчас я немножко опровергла ваше вот, ну, такое маленькое ложное мнение. Вас любят, вас ценят, вами дорожат. Поэтому не отчаивайтесь. В каком-то смысле, может быть, вы даже и счастливый, и везучий человек. Но у каждого это счастье свое. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!